Здравствуйте, друзья! Загадочные карты иллюминатов. Хочу вам рассказать о картах иллюминатов, несмотря на то, что уверен, мой ролик подвергнется блокировке. Высшие люди мира сего не любят, когда вытаскивают на свет их темные делишки. Сегодня уже довольно трудно найти в интернете человека, ни разу не слышавшим о так называемых картах иллюминатов, но чаще всего эта информация дискредитируется и высмеивается. Самое интересное, что для большей части даже знающих об этих картах людей именно на этом все знание и ограничивается. Думаю, немногие видели полную колоду, состоящую из более чем 500 карт. Хотя их все вполне реально найти в сети, не затратив много времени. Колода разделена на 3 группы: события или действия – 298 карт, группы или личности – 205 карт и, собственно, иллюминаты – 9 карт. И вот как раз последние 9 и привлекли мое внимание. Дело в том, что на Земле давно бытует легенда о союзе 9 неизвестных, управляющих миром. Желающие ознакомиться с этой темой поподробнее легко смогут сделать это с помощью Google или Яндекса. Я лишь отмечу наиболее существенные с моей точки зрения особенности этой легенды. Она очень древняя, хотя первые упоминания о союзе 9 неизвестных относятся к 3 веку до нашей эры, думается, сама эта легенда появилась для сокрытия истины, поскольку следы деятельности неких могущественных сил, которые можно отнести к союзу 9 неизвестных, обнаруживаются в гораздо более ранние периоды, начиная с шумерской цивилизации. Согласно легенде, вся совокупность знаний, доставшихся человечеству от прежних цивилизаций, была разделена на 9 книг, относящихся к различным областям знаний. Каждая книга получила своего хранителя. Таким образом, достигалась возможность контроля за развитием человечества и одновременно невозможность узурпации всех древних знаний одним кланом. С древних времен упоминания о союзе 9 неизвестных встречаются периодически, в том числе и в относительно недавние времена, позволяющие думать, что союз 9 неизвестных благополучно пережил все времена и продолжает свою деятельность до сих пор. Основа его деятельности – контроль за развитием человечества и недопущение ключевых прорывов в каких-либо областях научных знаний. В различных вариациях многочисленных схем, отражающих структуру власти мировой закулисы, появившихся в последние годы, союз 9 неизвестных присутствует либо в качестве управляющей верхушки, либо в качестве первого после Бога. Все это заставляет отнестись к 9 картам иллюминатов с несколько большим вниманием, чем поверхностное любопытство. Итак, карт всего 9. Первая карта, наиболее легко поддающаяся попыткам расшифровки, называется «Баварские иллюминаты». В отличие от иллюминатов обычных, в отношении истории баварских известно несколько больше. Орден был основан 1 мая 1776 года Адамом Вейсгауптом. Особый интерес вызывает тот факт, что сделал он это не по собственному замыслу, а по распоряжению своих кредиторов, которыми являлись Ротшильды. Среди основных задач, поставленных перед орденом, было всеми доступными силами добиться влияния на все ключевые политические фигуры Европы. Для этого могли быть использованы любые средства, и похоже, что им это удалось. Несколько позже для расширения влияния члены ордена Би начали проникать и захватывать управляющие должности в многочисленных масонских ложах, пока в 1782 году не удалось провести их объединение в одну интегрированную структуру. Тогда же было принято и решение о допуске в членство в ложах Сиона. Все это уже в самом скором времени позволило Ротшильдам в открытую подмять под себя всю многоуровневую структуру тайных обществ Европы масонского типа. Таким образом, мы можем хотя бы предполагать, что одного из неизвестных до сих пор представляет клан Ротшильдов. Именно представляет, а не является лично этим неизвестным. Сфера уникальных знаний, ориентировочная социология, политика, управление общественным сознанием. Еще одна карта под названием «Гномы Цюриха» отправляет нас в Швейцарию. Фразу «Гномы из Цюриха» впервые произнес Джордж Браун, вице-премьер Великобритании. Был 1964 год, и лейбористское правительство только-только протиснулось к власти. Лейбористы ждали этого очень давно и обзавелись целой кучей планов, поэтому они очень расстроились, когда все-таки дорвались до власти и выяснили, что с планами придется подождать. В Англии начинался финансовый кризис. Дело, понятно, было в том, что они, кто бы эти они ни были, может, их вообще была целая международная шайка, внимательно просмотрели торговый баланс Великобритании и ее балансовые отчеты, после чего и решили распродавать фунты стерлингов.
Тут уже все спекулянты валютой стали продавать фунты, и вскоре их никто уже не покупал, за исключением английского банка, который был обязан это делать. А мистер Хейс из Федерального резервного банка в Нью-Йорке вынужден был всю ночь провести на ногах, собирая спецов по финансовой хирургии и готовя массивное трансатлантическое вливание. Тогда-то Джордж Браун и обрушился на международных заговорщиков, которые нацелились на то, чтобы прикончить фунт, а заодно и Англию. «Это все гномы из Цюриха», — сказал он дрожащим от ненависти голосом. Каждое слово Браун произносил медленно и угрожающе, особенно задержавшись на «г» в слове «гномы», отчего в нем даже появился лишний слог. Таким образом, гномами из Цюриха стали называть международных спекулянтов, а также скептиков. Гномы из Цюриха, хотя их не совсем правильно так называть, поскольку большая их часть не из Цюриха, а из Базеля и Женевы, отвечают за золото, именно с большой буквы «З». Где бы в мире ни находилось физическое золото, оно контролируется гномами. Именно они знают все о сакральном смысле золота, как энергетическом аккумуляторе, наделяющем его владельцев практически магическими силами и возможностями. Не удивлюсь, если каждый когда-либо выплавленный и пронумерованный слиток золота контролируется гномами. Кстати, если отвлечься от мистики, то мы довольно быстро поймем, что за исключением последних 40 лет основная масса золота находилась на хранении именно в Швейцарии, а вся мировая финансовая система крутилась вокруг желтого металла. Затем, возможно, Ротшильдами была предпринята попытка убрать значимость золота для финансовой системы за счет многочисленных производных инструментов и через контроль эмиссии денежной массы. Однако еще непонятно, кто от этого больше выиграл. Лично мне кажется, что в процессе этих игрищ концентрация золота в одних руках только возросла. Между тем, отвязанная от него система финансов дышит уже на ладан. И золото вновь готовится занять центральное место во взаиморасчетах. Таким образом, если не выходить из рассматриваемой нами темы ОССДН, то скорее всего гномы из Цюриха контролируют золото как основу денежной системы взаиморасчетов, а через него весь мировой бизнес. Хочу сразу оговориться, что я не собираюсь утверждать, что имеется точное соответствие карты иллюминатов реальному разделению единого знания на 9 частей в строгом соответствии с этими картами. Скорее, через карты я пытаюсь попробовать нащупать эти 9 областей знания. Возможно, не всегда удачно. Третья карта иллюминатов, которую мы рассмотрим, называется «Общество Дискордиан». Любой, интересующийся смыслом слова «дискордиан», без труда обнаружит, что связано это слово с понятием хаоса. А само это общество является некой внешней забавной версией религиозного поклонения хаосу и его богине Эриде. Но как только мы отвлечемся от конкретики, то сразу поймем глубину и огромное значение этой области знаний. Любой, кто смог бы в точностях и деталях представить себе взаимосвязь хаоса, порядка и энтропии, обрел бы колоссальное могущество. Возможно ли, что таковые имеются на самом деле? А почему бы и нет? Мы все являемся свидетелями того, что проявившаяся относительно недавно на поверхности теория управляемого хаоса, будучи принятой на вооружение стратегами США, уже оказала на современное состояние мира огромное влияние. Ведь по своей сути именно взаимодействие хаоса и упорядоченных структур предопределяет смерть старого порядка и рождение нового. Причем новый порядок рождается за счет связывания свободной энергии хаоса, которая образовалась при разрушении старых упорядоченных структур. Внешне, на уровне абстрактной логики, все выглядит довольно элементарно, но есть один ключевой момент, без знания которого любой процесс подобного рода будет проистекать на наших глазах, но без нашего контроля. Это способность улавливать, контролировать и направлять в нужное русло энергию хаоса. Поистине, этот раздел всеобщего знания можно считать наиболее ключевым, а потому неудивительно, что именно эта сфера в конспирологии до сих пор остается наименее открывшейся. Все видят проявление этих сил, но никто не понимает, кто за этим стоит и что можно этому противопоставить. Самое интересное, что все 9 неизвестных находятся между собой в двойственном состоянии единства войны. С одной стороны, все ведут человеческую цивилизацию к одному и тому же финалу, с другой у меня складывается впечатление, что для каждого из них его роль и влияние на финальный процесс имеют большую личностную мотивацию, заставляющую постоянно вставлять друг другу палки в колеса. Например, из уже рассмотренных карт Би стремятся уменьшить влияние ГЦ в финансово-экономической сфере, отрывая деньги от золота. Те, в свою очередь, подрывают основу функционирования бумажной денежной системы.
Но они оба стремятся выстроить некий удобный для их власти порядок, который тут же пытается разрушить ОД, поскольку лучше всех знает, как из свободной энергии хаоса строить что-то новое, разумеется, по собственным лекалам. Из известных нам властных фигур, могу ошибаться, я бы связал эту ветвь власти с Рокфеллерами. Как-то именно с этой группой ассоциируется у меня хаос. Области знания – искусство. Инструменты управления – всевозможные общественные организации типа Greenpeace, антиглобалистов и им подобные. Да-да, вы не ослышались, антиглобалисты как раз и управляются глобалистами. Следующая карта, которая без сомнения имеет четкое указание в своем названии на специальную область знания – это Шангри-Ла. Само это название вымышленное и впервые появившееся в 1933 году в новелле писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Однако оно совершенно четко указывает на гораздо более известное мифическое название тайной страны Шамбала, являясь ее литературной аллегорией. Если рассмотреть информацию, связанную с Шамбалой, то можно выделить следующее. Место расположения Тибет ныне входит в юрисдикцию Китая. Место, откуда к людям периодически исходят Будды для передачи определенной порции знаний о мироздании. Место, которое одно из немногих сохранилось в первозданном виде со времен потопа, не было затопленным. Место, где находится священная гора Кайлас, которая по ведической традиции является резиденцией Шивы, бога, присматривающего за миром Земли во время ночи Сварога. Место, где, по мнению некоторых мистиков, Блаватская, находится штаб-квартира Великого Белого Братства, хранящего знания прошлых цивилизаций, и где перед решающей битвой добра со злом должен родиться грядущий мессия, аватар Вишну. Место, откуда Гитлеру во время экспедиции на Тибет были переданы ряд сакральных знаний о технологиях арийских предков, которыми он, к счастью, не успел воспользоваться, хотя был к этому довольно близок. Место, где, по свидетельству российского ученого-исследователя Эрнста Мулдашева, в глубоких запечатанных пещерах до сих пор в состоянии глубочайшей медитации самати живы некоторые представители дочеловеческих цивилизаций атлантов или мурийцев. Не хочу вдаваться в подробности, сколько здесь вымысла, а сколько истины, не знаю, но дыма без огня не бывает, и сакральный характер этой области признан по сути всеми религиями мира. На Тибете, по преданиям, немало времени провел и Христос до своего 30-летия. Если хотя бы часть сказанного выше верна, то мы имеем дело с таким разделом всеобщего знания, как устройство мироздания и ведание божественных законов Вселенной. С учетом сказанного я бы отнес к этому же и все существующие сегодня мировые религии – христианство, буддизм, ислам, иудаизм. Отсюда в руках этого нашего неизвестного сосредоточена огромная духовная власть над миллиардами людей, подкрепленная не менее впечатляющей административной структурой. В эту группу из наиболее часто упоминаемых претендентов из игроков первого уровня можно отнести Ватикан. Впрочем, как и остальные церкви. Следующей картой, также имеющей относительно ясное толкование, является карта Адепты Гермеса. Судя по всему, речь идет о Гермесе Трисмегисте, носившем в Египте имя Тота. Даже простое обращение к Википедии дает нам довольно подробное понимание областей священного знания, которые могут быть связаны с этим именем. Это письменность, юриспруденция, философия, алхимия и медицина. В более общем виде можно очевидно говорить обо всех естественных науках. Надо ли говорить, что значение этой области знания для развития человеческой цивилизации трудно переоценить? Именно здесь, по-видимому, стоит искать центры искусственного сдерживания развития наук и технологий, а также всю совокупность секретных научных центров. Помимо этого, по многочисленным конспирологическим источникам, именно в Древнем Египте следует искать корни того самого проекта захвата мировой власти, который позже получил название «Проект Сион» или «Библейский проект». Кроме доставшихся нам в наследство от Гермеса знаний, соответствующим образом препарированных, с именем Гермеса Тота связана и магическая практика, а также некоторые артефакты, доставшиеся человечеству в наследство от древних, посох Гермеса. В отношении этой карты для меня на сегодня не представляется возможным выделить какую-либо личность или группу, которую можно было бы связать с именем Гермеса. Да, всевозможных магов, ясновидцев и предсказателей по миру пруд-пруди. Но вот объединяющего начала, как и в науке, совершенно не просматривается, несмотря на огромное влияние науки и магии на массовое человеческое сознание в наши дни, что лишь говорит об очень хорошем уровне конспирации. Куда более проявленный характер носит следующая карта – сеть,
Всемирная паутина интернета уже сегодня является центральным звеном всей человеческой цивилизации. Сеть подменила собой переписку и пересылку информации и документации на традиционных носителях. Без нее невозможно себе представить современную финансовую систему. Она является ключевым элементом любого бизнеса, выросшего из лоточных штанишек. То есть сеть – это то, что держит весь мир за причинное место, но это далеко не все ее значение. Сеть для ее владельцев – это и бесконечный источник могущества. Объем информации, доступный владельцам сети, настолько велик, что они являются по сути монополистами. Они знают все о бизнесе, политике, людях. Через сетевую периферию они способны следить за любым человеком планеты в любом общественном месте, способны досконально выявить привычки, реакции и психотип любого человека для последующего манипулирования им. А еще это та виртуальная реальность, которая позволяет великолепнейшим образом отвлекать человечество от реальных проблем и осознания реального мироустройства. Именно появление сети и безграничного разнообразия информационных источников позволило заменить малоэффективный метод утаивания реальной информации на потопление этой информации в океане белого шума, сделавшее ложь всесильной, а правду затерявшейся среди бесчисленных версий правдоподобия. Официально вы нигде не найдете информации, что у интернета есть хозяин. Все выглядит таким образом, что сеть абсолютно ничья, а точнее имеет тысячи несвязанных между собой сетевых компаний-провайдеров, которые лишь обслуживают сеть и информационные потоки через себя. Однако истинными владельцами сети все же являются крупнейшие компании-маршрутизаторы, определяющие направление информационных потоков от провайдера к провайдеру и пропускающие всю информацию через свои мощные серверы. Информация владеет миром. Этот тезис известен давно. Тот же Ротшильд в свое время неплохо заработал на оперативном и на монопольном доступе к информации о судьбе сражения при Ватерлоо. Но сегодня, когда в большинстве случаев успех от поражения в бизнесе, да и в политике отличают даже не минуты, а секунды, этот тезис обрел настоящую плоть и стал реальностью. А вместе с ним гигантскую власть получил и клан, контролирующий сеть. Но он пока неизвестен. Автор статьи Sorcerer. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.